Там все, капитан снова на связи. Зима. Мы приехали в город Кронштадт, февраль месяц. И сейчас впервые пойдем кататься на судне особого типа. Кто здесь? Подготовка к выходу в море. Капитан Павел показывает блогеру Павлу, как не надо строить аэролодки. Как не надо строить аэролодки. Паша, давай, пока ты работаешь, сделаем небольшой обзор. Как эта лодка называется? В какой компании вы покупали? Слушай, это Ижора, по-моему, модель 600, надо по шильдику посмотреть. Делают, собственно, под Санкт-Петербургом. Ну, как ни странно, на берегу Финского залива, ребята. Небольшое предприятие. Сейчас, ребята, вам покажу немножко лодочку саму, а потом Паша расскажет о всех ее достоинствах и недостатках. Зимний тент — это дополнительное оборудование, да? Слушай, да, они разные бывают, то есть и без тента. Я, честно говоря, не помню по счету, то есть не я оплачивал, шло оно как допом или не допом, то есть, но есть лодки без тента. То есть. И на общий круг примерно у тебя получилось, эта лодка обошлась во сколько? Слушай, ну ее оплачивали где-то год назад, но сейчас, наверное, в районе 1,4 стоит вот такой комплектации. Это типа полный фарш считается, да? Слушай, ну не полный фарш, но, скажем, со всеми там необходимыми опциями для наших задач есть, ну, включая вебаст. Из пустых вообще народ собирает пилотки, скажем так, Ижор — это один из производителей, то есть их делают много кто, включая там частных лиц. Вплоть до того, что лодка там без сидений, без всего, грузовая, грубо говоря, есть вентилятор, есть руль, есть сиденье, там без печек, без всего, просто, ну, полный ноль. Есть те же аэролодки, там, условно, и с нормальным кузовом, и с алюминиевым кузовом, собственно, с кузовом из стеклопластика делают ребята, там, и футуристичный дизайн. Ну, в целом, идея аэролодки-то она не нова, то есть их уже производят, там, чуть ли, не знаю, там, наверное, первые, там, 60-е, 70-е, там, собственно, которое предприятие, которое тушку выпускало, тоже делало в свое время аэролодки, причем довольно прикольные, то есть их там аэроботы были. Так что, ну, один из вариантов, как бы не без недостатков, но в плане цена-качество в сегменте аэролодок, ну, в принципе, такая, одна из наиболее оптимальных, по крайней мере, из которых смогли найти. Да, ну нет, тут вопрос цели и задач, то есть она идеально как раз в межсезонье, ну, особенно передвигаться по льду, по воде, когда, ну, уже, то есть у тебя лед, вода, соответственно, снегоход у тебя утонет, катер у тебя еще не едет, потому что, ну, собственно, лед мешает. Шерп, ну, в принципе, да, вариант, другой вопрос вместимости и вопрос скорости, и вопрос цены, опять же, шерпа, то есть сколько стоит аэролодка, сколько стоит шерп, как бы. Поэтому, ну, вот в условиях мы эксплуатируем на Финском заливе, скажем, здесь она вот на сезон, ну, условно, там, с середины декабря по, ну, грубо говоря, там, как повезет, по середину апреля пусть будет, то есть, ну, самый идеальный транспорт. То есть, летом можно ездить, да, то есть, ну, опять же, плоскодонка, собственно, каких-то волн, ну, она не рассчитана, то есть, это все-таки там не мореходное устройство, ну, по крайней мере, конкретно эта модель, то есть, в общем-то, другие агрегаты там особо не сравнивали, то есть, есть там варианты, что это покататься, то есть, ну, для межсезонки прям вот идеальный, ну, и для, собственно, какой-то такой зимы, вот как вот сейчас, вот у нас там 6 градусов, снежок, то есть, ну, в принципе, прекрасно. А в мороз были проблемы, ты говоришь? В мороз, да, то есть, у них у всех проблемы, вопрос же скользяка, то есть, и еще тоже не до конца разобрались, то есть, возможно, вот эта история там с разреженностью воздуха, то есть, потому что такая сильный мороз, соответственно, тяга аэролодки может упасть 2-3 раза, причем любой, то есть, это не только проблема, то есть, конкретно этой модели, то есть, аэролодки, которые в 4 раза дороже, также стоят, то есть. Происходит обслуживание двигателя. Да. Очень удобно все сделано для людей. Ребята под Петербургом постарались, чтобы своим петербуржцам было удобно. Вот Алексей сейчас покажет, как происходит заливка масла здесь. Надо перелить сначала в стаканчик, потом стаканчик не войдет туда. И потом И в специально организованную воронку под крышечкой, чтобы дождь не попадал. Под крышу, да, чтобы не замочил стаканчик с маслом, который сейчас заливается. Да. Мы заливаем через стаканчик, через воронку туда.
А крышечки сверху нет, да? Крышечка сверху, но я ее снял. Но при этом есть крышечка для заливки тосола. Я имею в виду, крышечки сверху для заливки масла нету, да? Для Вот масла здесь нет, а для тосола А для есть. тосола который есть, да. Меняется раз в 5 лет, а лодка ломается раз в месяц. В смысле, а масло меняется раз в месяц, хотел сказать, да? И я вижу смысл как бы в этом, потому что все-таки ребята в Питере делали, и они подозревают, что дождь может идти, когда ты меняешь масло. Да, Поэтому крышечки сверху не нужны. А когда меняешь тосол, дождя нет. Ну, а тосол, он с водой там не важно. Да, да. Смешивается, а Это не масло страшно. нельзя, чтобы вода Да, попадала. поэтому это очень практично, ребят. Это вот один из практичных моментов этой лодки. Проходит практику Юнга, будущий капитан маломерных судов. Проходит обучение. Капитан Шабарденко приступил к выполнению накачивания правого болота. Ну, Павел Ямайских тоже подкачивает правые баллоны довольно успешно. Каков? Отлично. Это великолепно. Это прекрасно. Прекрасная физкультура. И говоришь, проблема была, то есть если сильный мороз, заходишь в воду, из воды обледенение, она плохо идет по льду потом, Да, да? то есть, вплоть до полной остановки зависит от груза. То есть, Заледенеет, то есть там внизу все получается, заледенеет то есть, и... здесь когда как, в принципе, она должна, по идее, то есть проскакивать, чешуя чиститься на скорости и проходить. То есть, у меня были проблемы, что действительно выходили с воды, ну, там, получается, даже не с тем лед уже как снег был, то есть, плюс мокрый. И, соответственно, она уже 5000 оборотов, а, в общем-то, у нее это предел. То есть, все, вентилятор крутит на полную, то есть, лодка говорит, там, я дальше ехать не хочу. То есть, мы ее, конечно, раскачали там до берега, довезли, потом обратно все нормально отбуксировали. То есть, опять же, там, пока время, температура, может, изменилась. Ну, и, естественно, разгрузили, то есть, на минус 4 человека, то есть, она пошла. Ну, в целом, да, такая проблема есть, про которую обычно никто не говорит, потому что они подаются как-то, типа, вообще полный вездеход, там, и в тайге, я не знаю, в горах, то есть, ну, нет, то есть, она имеет тоже ограниченное какое-то применение, скажем так, на какие-то те же кочки, холмы, то есть, она может заходить, но, скажем так, по той же тундре на ней гонять, ну, в общем-то, нет, то есть, это немножко другие, там уже снегоход, да. По каким-нибудь болотам, если летом там, да? Да, ну, как вариант, да, по болотам, то есть, можно, в общем-то, трава, то есть, ну, надо смотреть, история такая, что, чтобы никаких арматуры, кирпичей и прочего не было, потому что есть защита, ПНДшный пластик есть, то есть, ну, в принципе, если налететь на какую-то арматуру, ну, сломать можно все. Другой вопрос, когда спрашивают, а можно ли там на ней, условно, если там пробить баллон, тонуть, ну, если пробить все баллоны, наверное, да, можно. А их там 6, да, получается? Даже 8, то есть, эти тоже разделены, да, то есть, условно, если там проколоть 1-2, ну, скажем так, ехать будет некомфортно, но он доедет до точки назначения, то есть, поэтому, с точки зрения безопасности, это как раз агрегат... 4 баллона по 2 секции, да, получается? Там снизу, по-моему, даже 5 баллонов идут, и, соответственно, двухсекционные, вот эти боковые. Ну, плюс еще борта, соответственно, ну, это получается, ну, как один объединен, то есть, ну, он больше так полудекоративную функцию имеет, да, соответственно, вот это, получается, у нас уже... кстати говоря, раз-два, то есть там 2 клапана, кстати, то есть с одной и с другой, то есть это уже 4. И, соответственно, 2 вот здесь основных. То есть, ну, в принципе, вот в плане именно безопасности, если рассматривать, то есть, ну, даже если она, предположим, там полностью заглохла, с ней что-то где-то случилось, условно включается вебаста, ну, если там ее невозможно отремонтировать, вызывается просто помощь, как бы народ в салоне в тепле сидит, отдыхает, то есть там запаса бака, то есть там 120 литров, ну, на вебаста, как бы, то есть пьете чай, наслаждаетесь жизнью, то есть у нас фактически стенка. То есть любые ветровые нагрузки, как бы, она, ну, мягко говоря, не совсем хорошо восприимчива. То есть, если там, ну, как-то форму изменить, сделать как-то более аэродинамичной, то есть, ну, по идее, этот вопрос будет... Ну, грубо говоря, в шторм в ней особо не походишь, да, то есть, более тихую погоду нормально. Для себя порывы, если метров до 13 ходить можно. По 20, ну, то есть, я и в 20 ее эксплуатировал, но, скажем так, если только очень куда-то нужно. Некомфортно, то есть, чисто да, как экскурсия, как вот по туризму некомфортно, ну, да. во-первых, 20 метров, то есть, даже куда-то выйти, то есть, людей сдувает. Когда порусить будет 20 метров, Да, это почти, ее это почти 40 баллов. Это... Да. То есть она идет, но второй момент, что она идет обычно как? То есть она боком едет. Лагом ее сносит. Да. То есть ты держишь, то есть она прям, ну, такой чистый дрифт. То есть, да. У нее, конечно, такой парус. Да, соответственно, ну, опять же, то есть вопрос и высоты. То есть, на самом деле, нужна ли такая высота? То есть, с одной стороны, вроде как удобно, в полный рост, а зачем? То есть можно было бы, наверное, вот сделать ее вот так, было бы сидеть удобно и более эргономично получается. Да. Где-то сбоку, потому что на некоторых лодках сделано, и где-то стеклопластик есть откидные, то есть ты зашел, сел, то есть, ну, тебе, в общем-то, там плясать не надо в ней, то есть это, ну, как в машине же не сидишь, сел, да поехал, а в спортивных машинах, то есть, ну, в них же реально неудобно, кто ездил, то есть, там ремень далеко, вот это вот ты садишься, вот это что, то есть, в общем-то, здесь тоже агрегат спортивный, универсальный, то есть, и, ну, то есть, он не должен быть, наверное, даже там супер удобным по факту.
То есть здесь, потому что пытались сделать, ну, именно, видимо, как-то масштабную историю. Типа комфортнее, да. Да, то есть здесь есть, например, опять же, проблема с тентом, вопрос конструкции, причем крыша плоская. Соответственно, если у нас идет дождь или снег, что у нас происходит? Прогибы, да. Прогибы тента, соответственно, с утра вот это вот все, раз, там, ой, там водичка, это надо слить. То есть, ну, скажем, Если бы он был немножко вот такой под углом. Нет, даже условно домиком, то есть 3-5 градусов, вот чуть-чуть, даже сохранить форму тента, но чуть-чуть наклон дуг сделать, соответственно, как-то, ну, стекать все будет. То есть, ну, здесь, соответственно, есть момент. Но, опять же, то есть, недостатки, вот просто сравнили разные лодки, то есть, они есть у всех. То есть, условно, что лодка там за 5 миллионов, ну, там, да, есть какие-то определенные плюсы, безусловно, то есть, какие-нибудь там автоподкачка баллонов, здесь, например, нет, вручную докачивается. Но, соответственно, вот фундаментально, опять же, вот как у нас было условно, что бриз, что, собственно, у нас север, который, ну, разница в 4 раза, на самом деле, в цене, когда мороз, то есть, и стоял условно и первый, и другой. Самое смешное, что даже при, ну, то есть, бриз у нас фактически легче, то есть, в каких-то ситуациях бриз ехал лучше, чем север. Ну, потому что вот эта конструкция у нас порядка 500 килограмм, по-моему, по паспорту, ну, то, что я это взвешивал, как бы, ну, так и есть. А севера порядка тонны. С другой стороны, опять же, у севера, то есть, другой двигатель там стоит, юзедовский Toyota, и, собственно, тех же лопастей у них, ну, конкретно той лодки, которая стояла, там 8, здесь 4. То есть, ну, это если кто-то разбирается хорошо в авиации или аэродинамике, должен, конечно, прокомментировать, как происходит. Ну, скажем так, та лодка тоже стояла, а нагрузка у нас примерно была одинаковая. То есть 4-5 человек, то есть у меня она ехала, то есть да, она тяжело, но шла как бы, а у ребят, то есть, ну, все, то есть 5 человек, надо разгружать, чтобы она поехала. То есть встали и... А здесь какой двигатель? Здесь Honda K24, собственно, ну, понятно, редуктор и, то есть, фильтр пока. Буквально через 15-20 минут у ребят начнется экскурсия, авторская экскурсия на форты, по фортам Санкт-Петербурга. Вот на этом замечательном судне. Ну а мы сейчас чуть прокатимся специально для меня, ребята, готовы выгнать корабль на лед, в море и прокатить для того, чтобы я смог показать вам, как это происходит вживую. Господин, прокройте мне воротца. Что, наушники надо надевать, нет? Первое препятствие у нас на пути. Ну, куда-нибудь подальше. Мертвый рыбак. Паша, и часто такие мертвые рыбаки встречаются? Ни разу за уже 1,5 месяца. То есть ребята переоделись, оставили вещи, ушли сами Они куда-то. просто, видимо, не в курсе, да, что есть техника съезжает. Ну, все. Закидал людей. Прокатились мы с Павлом и Алексеем Михайловичем на этом чуде петербургской техники. Что хочу сказать, качает, так же, как на катере идешь по снежным волнам. По снежным волнам, да. В общем, такое удовольствие. В общем, если ты катерник, то тебе нравится, значит, ты как бы наждачка. Мне, яхтсмену, все-таки больше нравится такой плавненький ход, когда волны режешь. Ну, плавненько, мы просто подтапливали.
Вот, а здесь так, довольно, Можно да. медленно идти. Ну, да, но когда быстро, ну, так вы видели все, ощутимо. Ну, как на катере шторм, фигачишь. Вот. Ну, я думаю, что в следующий раз, если позволит возможность, мы там прокатимся на какой-нибудь фортик, Алексей Михайлович нам расскажет про что-нибудь. Ну, а пока всем пока.